Всем привет! Добро пожаловать на мой курс по обучению программе HomeStyler. Сегодня я покажу, как можно моделировать кухню в HomeStyler. Так как это достаточно сложно, здесь это на самом деле не так и сложно, это легко, и я сейчас покажу, как это все делается. Для начала создадим новый файл, создадим комнату небольшого размера. Вот так. И добавим сюда двери и окно для того, чтобы было интереснее моделировать и было понятнее, как это все делается. Окей, это у нас есть. Теперь мы заходим в Customize. Customize Furniture, то есть делаем мебель сами. Здесь у нас есть списки разной мебели. Есть гардеробы, есть вот cabinets, это именно то, что нам надо. Cabinets это у нас есть напольные, настенные, высокие и какие хочешь. Вот мы берем, например, base, то есть это идет напольный, и они есть разных видов, с разным функционалом. Может быть с раковиной, может быть с шухлядами, может быть с дверками просто, угловые, с духовкой, какие хотите. Их можно заменять позже, если вдруг надо поменять, так что это не проблема. Поэтому берем обычный, ставим его, например, вот здесь. Берем еще какой-нибудь там с раковиной, ставим его рядышком. И еще несколько вот таких одинарных с шухлядами, чтобы все были абсолютно разные. Вот, идем сюда в режим Row, для того, чтобы мы ближе видели все и смотрим, что у нас получается. Ну вот сейчас такой не очень интересный дизайн, плюс оно висит в воздухе. Почему оно висит в воздухе, сейчас покажу. Первое, что мы можем менять размеры. Вот здесь идут все размеры, можно их вручную настраивать. Вот это спрячем. Вручную тянем, размер увеличивается. Предлагаю сделать его максимально до 700. Здесь так само. Они прилипают сразу же друг к другу. И здесь у нас сразу же некрасивая вот эта вещь появляется, что они не совпадают. Это тоже можно исправить. Каждый из этих ящичков, из этих кабинетов, он настраивается индивидуально. Что для этого надо сделать? Нажать на нем дважды. Вы выбираете просто дверь, и она сама регулируется. Вот так. Так само можно и вот эту часть передвинуть. Мы можем стрелочку вот так вот потянуть и вот здесь, например, уменьшить. Теперь мы то же самое можем сделать так, с вот этой верхней. Если вы на каждую дверку дважды нажимаете, она сразу же меняется, и ее можно уменьшать или увеличивать. Дальше, что еще здесь есть? Так, здесь мы не дотянули немного. Вот так. Вот. И еще можно немного вот эту. И вот это. Вот. Теперь у нас выходит на уровне. Если мы выберем вот эту дверку, у нее есть, вернее, вот этот кабинет, у него есть стиль, стайл. Во-первых, здесь можно менять. Если мы не хотим с шухлядами, мы нажимаем «Изменить», и мы можем выбрать какие-то другие, без шухляд, с раковинами и так далее. Ну, оставляем эту. Здесь мы можем поменять цвет дерева. Можно выбрать абсолютно любой. Вот так, например. Это меняется боковые вот эти вот текстурки. Вот. Дальше. Здесь выбирается стиль шухляда. Они тоже бывают разные. Вот, например, такие бывают. Бывают пошире. Они тоже вот заменяются, смотря какие нужны. Дальше. Здесь заменяется тип панели. То есть можно сделать с вырезами, с какими-то вот такими вот вставочками. Они будут выглядеть по-другому. С вот такими вот. Вот, меняется стиль.
Или даже вот такие. На разных видах шкафчиков оно может меняться по-разному. Сейчас покажу. Например, вот здесь есть сразу в Styles. Можно даже удалить ручку, если она не нужна. Можно поменять материал каждого из вот этих вот шухлядочек. Вот, по-разному может быть. Но в некоторых, например, нету стиля шухляды поменять. Именно вот передней панели. Как это сделать? Мы нажимаем на нее дважды, выделяется вся шухляда. Нажимаем еще раз, выделяется только передняя вот эта панель. И если нажать на этой передней панели, вот тогда ее можно тоже заменить. Ее можно поменять как и стиль. Опять же, вот совершенно разные стили. Так можно поменять и ее текстурку на абсолютно какую хотите. Вот. И так само, если, например, вот быстрый способ, хочется поменять все, сделать как здесь, вот есть еще такой Tools, Custom Material. Мы копируем от верхней шухляды и переносим или не переносим на нижнюю. Ага, переносится только вот на боковые. А передние, они все делаются вручную. Сюда можно поставить ручку, если нажать на Install Handle. Можно открыть дверку. Можно поменять ее абсолютно любые качества и любые текстурки. Вот. Дальше. Почему эти все ящички вверху находятся? Потому что они хотят, чтобы вы им сделали токик. Если вы нажимаете на сгенерировать, и все ваши ящички склеены в один, то есть оно понимает, что это одна кухня, и они все должны быть в одном стиле, то оно выбирается, вот у нас 2 не склеенных, а вот эти все склеены. Поэтому оно выбирает все, которые склеены, и спрашивает, чего мы хотим. Мы хотим, чтобы у нас было 100 миллиметров вот этот токик. Мы выбрали ящички, выбрали параметры, можем выбрать даже, как оно будет выглядеть. Вот так может выглядеть. И может быть с другой текстуркой, например, мы хотим, чтобы она была зеленая. И нажимаем Generate. И случилась какая-то ошибка. Ничего, сейчас мы вернем назад и выберем стандартный, какой был. Для того, чтобы не было таких вот курьезов. Выбираем еще раз ящички и Generate. Вот он появился внизу и подстроился под вашу мебель. Здесь, наверное, из-за вот этого он так. Ну, ничего, это все можно редактировать. Можно нажать на Edit, и здесь можно подтянуть все. Вот так. Все. Мы еще раз нажимаем Generate, и оно его запоминает. Позже его можно опять же менять цвет. Это есть. Дальше. Что мы тут можем еще сделать? Мы можем любой поверхности добавить функционала. Вот мы хотим, например, там добавить сюда вместо раковины еще чего-нибудь. Мы выбираем, что мы хотим сюда добавить, и добавляем. Например, мы хотим плиту. Мы поменяли. Вот, у нас теперь тут плита. А здесь мы хотим раковину. Мы то же самое делаем. Опять же сюда добавляем вот такую, как у нас была. По идее, когда мы меняем стиль, текстуры и так далее, оно может добавляться ко всем остальным такого же типа ящичкам. Но у меня, честно говоря, это не работает. Не знаю почему, не работает. Я уже это пробовала несколько раз. Поэтому все делается вручную. Дальше. Нам надо обязательно соединить сейчас ящички, чтобы сделать countertop, то есть столешницу. Сейчас тут неудобно у нас шухляды вот тут выдвинулись из-за того, что мы меняли стиль шухляд. Они слишком высокие стали. Мы их заменим на такие, как были, маленькие. Вот, чтобы оно все выровнялось в один стиль. И теперь мы сгенерируем столешницу. Опять нажимаем Generate, Countertop столешница. Настраиваем ее. Вот это нам не надо, это тоже не надо.
Если вам надо, то ладно, я покажу сейчас, в чем разница. Тип столешницы не буду выбирать. И выбираю, куда его присоединить. Опять же, так как они у нас все склеены, оно выбирает полностью все. Нажимаем Generate, и у нас теперь есть столешница. Можно сделать ее толще, если она слишком худенькая. Тут 15 стоит, сделаем 50, например. И надо заново нажимать Generate, иначе ничего не изменится. Даже можно 100. И мы теперь включим еще вот это, чтобы посмотреть на то, что изменится. Делаем Generate. Вот, тут теперь появились вот такие вот защиты от проливаний. Можно одну убрать, например. Вот это Backsplash, это задняя, а вот Apron, это передняя. Вот, у нас теперь только задняя осталась. То есть тоже можно по-разному его генерировать. Можно выбирать текстуру свою, какую хочется. Вот у меня, например, есть такая интересная текстура. И опять Generate, каждое изменение. Все, оно сохранилось. И у нас, в принципе, тут все уже тоже вот несовпадение по высоте. Тут вот черные, они в разных стилях, поэтому, конечно, лучше одинаковый стиль выбирать. Мы с Generate выходим, смотрим, что еще здесь можно Generate. Top Line, Light Band, Sliding Door. Sliding Door сюда не станет. Шухлядку, ручку, в общем. Если честно, я больше ничего не использовала. Это все, что я тут генерировала. Вот, ну и сделаем сейчас красиво по стилю, все одинаковые, чтобы у нас все было как надо. Вот эти дверки тоже выберем похожего стиля. Это у нас какой был? Это был какой-то очень красивый такой. Ладно, ну не буду искать, в общем, понятно. Наверное, вот такой вот. Ага, очень похоже. Ну, в общем, у меня вот показываю, не получается вот применить его ко всему. Не понимаю. Ну, тут не все функции, конечно, работают в HomeStyler хорошо пока. Ну, вручную все можно сделать, так что вот так. Дальше добавим, давайте теперь высокий какой-нибудь ящичек. Берем Cabinet Tall, то есть высокий. Ставим его вот так. Его можно точно так же поднять на 100 миллиметров, а он уже поднятый. А если не хотите вот этот tall kick, его можно опустить. Вот здесь elevation 100 миллиметров. Можно сделать 0, и оно будет просто стоять на полу. А можно оставить 100 и тоже добавить вот этот generate tall kick. И теперь он уже сгенерируется на всей площади, потому что у нас теперь все склеено. И мы просто нажимаем, он добавляется на остальную мебель. Вот так. Эти ящички точно так же меняются, вытягиваются, меняется высота, меняется функционал. Если нам нажать 2 раза на каждую, то дверка выделяется. И тоже можно заменить тип, чтобы они были красивее. Вот, смотрим, поменялось. Удалить ручку можно, где наш стайл, вот, она нам не нужна. Или можно добавить ручку, только разместить ее, например, с другой стороны мы хотим, или вообще ее хотим заменить. Вот так вот она заменяется. Ее можно переворачивать, горизонтально можно сделать вертикально. То есть можно крутить как хотим и менять все, что хотим. И менять текстурки. И менять такие текстурки. Вот, теперь у нас уже, ну, не могу сказать красивая, потому что все в разных стилях, но в принципе кухня становится уже похожа на кухню. Если здесь в некоторых ящичках есть высота определенная, максимальная, вот здесь 2400, а у нас потолки выше, то я обычно просто делаю его ниже и сверху добавляю wall mount cabinet, то есть настенный. Вот здесь его сверху креплю и делаю так, чтобы оно было одинаковой глубины. Вот. И если оно у меня не дотягивается до одинаковой глубины, то я немножко убираю сзади.
а спереди дотягиваю. Его не видно на рендерах. Вот есть у них такое, что есть максимальная глубина, и все. Поэтому я делаю так. И тоже можно подтягивать стиль. Можно эти дверки редактировать, там, зайти сюда, удалить, если не нужна дверка. Вот на нее конкретно нажать, удалить. Все, она нам не нужна. У нас здесь будет open space, открытая. Можно добавить ее сюда. Правда, это уже не здесь. Здесь вот покажу, как добавить. Есть такие штучки decorative parts, декоративные части. Если мы хотим что-нибудь накрыть, тут есть вот cover panels, вот такие вот. Можно его тут к чему-нибудь приставить, это боковые. Если нам надо что-то накрыть, они накрывают. Есть передние, вот facial. Нет, не эти. Нет. Foundation тоже нет. Сейчас найду. Backdrop. Нет, вроде же здесь было. Ага, я вот здесь его находила. Parts. Да. Вот здесь я находила. И здесь вот есть разные тоже дверки, которые можно вот так хоп и приставить. Можно их регулировать. Здесь куча еще всяких комбинаций. Есть шухлядки. Вот мы это, например, удалим. И шухлядочку поставим. Ну, вот она всегда так подпасовалась таким же размером, который нужен. Можно добавлять перегородки. В общем, функций тут очень много. Ну, вот так вот у нас выстраивается общая картина. Если бы еще можно было вот так вот одной кнопкой, как я говорила, было бы классно. Но пока я не нашла, как это, почему оно не срабатывает. Может, кто-то найдет, то оставляйте комментарии. Будет интересно узнать, как это все-таки делается. Также сюда можно вставлять какие-то предметы техники. Если мы хотим сверху что-нибудь еще, это можно туда просто вот так вот зайти, например. Что мы хотим? Микроволновка. Microwave. И мы можем тоже ее сюда поставить. Даже если оно так загорится красненьким, это ничего страшного. Пусть себе горит. Микроволновочку чуть-чуть уменьшим, чтобы она сюда уместилась. И вот так вот. Еще чуть-чуть большая. Давайте 575 пускай будет. И можно вот так делать, ставить. А здесь можно закрыть панелькой, которую мы видели. В любой момент можно вернуться в Customize Furniture и дальше заниматься своей мебелью и расставлять ее. Если есть вопросы, задавайте, покажу еще больше с удовольствием и расскажу еще больше. Всем спасибо!